привет! Меня зовут Николай Грунин, и вы на канале «Признаки жизни». Здесь мы разговариваем с музыкантами, которые после 2022 года уехали из России и сейчас живут и выступают в Сербии. Сегодня у нас очень необычный гость. Группа Ploho – одна из самых популярных русскоязычных групп за рубежом. Что важно, на концерты Ploho ходят не экспаты. Сегодня мы поговорим с лидером Ploho Витей Ужаковым про туры по Китаю и Германии, про новый альбом и про жизнь в России и в Сербии. Витя, я обратил внимание, что в своих соцсетях ты очень часто выкладываешь фотографии с пивом. Любишь пиво? Скажи честно. Так сложилось. Я же практически из как условной пивной столицы. Новосибирск, там повышенная концентрация пивнух на душу населения. Там несколько пивных заводов и все такое. И в общем, я бы не сказал, что там есть культура потребления пива или еще что-то подобное, но там огромное количество разливных пивных, и большую часть жизни осознанной, сознательной я любил проводить как на балконе, так вечером закуриваешь сигарету, и знаешь, возможно, наверняка ты смотрел фильм «Эдвард. Руки-ножницы», он с этого начинается, как машины возвращаются с работы, когда мужья возвращаются с работы все. Вот в Новосибирске то же самое, ты стоишь, куришь, и это получается коробка из панельных домов, да, и, естественно, в каждом углу есть по 2 пивнушки примерно. И заканчивается рабочий день, и мужички стекаются вот так вот с трешечками. Блин, я думал, ты про машины, прям прежнему, но нет. Нет, но они в некотором смысле машины. Да. В общем, мы подумали, что будет забавно привезти тебя сюда, в пивару «Жирафа 23», где есть, мне кажется, самый большой выбор в Белграде. Это 24 сорта разливных и еще много-много разных бутылок. И провести небольшую дегустацию именно сербских сортов пива. Сейчас ты подробно скажешь, что ты думаешь про сербские сорта. Мы можем начать прямо с первого, который ты уже заканчиваешь. Это у нас кабинет ИПА, который называется «Бырка». Это довольно забавно. Мы покажем, я думаю, в кадре этикетку. Там изображен мужик с усами, и «Бырка» — это на самом деле усы. И, то есть это пиво «Усы» называется. Но еще есть тут диджей «Бырка», и как раз он изображен на этикетке этого. То есть он такой вот фирменный с усами, и какая-то у него связь есть с именно этим пивом. Как МС Вспышкин, что ли? Кстати, да, он тоже в возрасте. Да, поэтому он там диджей «Бырка» такой. Видишь, так много у нас общего. Да. Что ты думаешь про эту ИПА? Отличная ИПА. В ней есть то, чего мне часто не хватает в ИПе, что она всего 5-градусная. Меня часто подкашивало в жизни то, что ИПа, она часто крепкая, она чаще 6-7 градусов обычно. Я думаю, давай с этого края пойдем, потому что зайчерская, она такое классическое. Зайчерская, кстати, как правильно? Зайчерская. Зайчерская? Мне кажется, зайчерская. Ну окей. Значит... Это же Хайникен, знаешь, да? Нет, я не знаю, расскажи. Это Хайникен. Слушай, ну по вкусу оно не как Хайникен. Есть. На этот счет у меня некая теория. В плане того, что я именно как сюда приехал, нашел для себя именно зайчерское из всех пив. То есть у меня самое любимое, самый любимый базовый лагерь здесь это зайчерское. И потом я понял почему, потому что это Хайникен. Это просто евролагерь во всей полноте смысла этого слова, да, потому что раньше это было зайчерское, это был какой-то здесь местный завод. Потом он, я так понял, что начал проседать финансово. И его выкупил Хайникен. И теперь это просто такой среднестатистический лагерь. У него есть, мне кажется, особенность. Сейчас можем, в принципе, попробовать. Его особенность в том, что это не его, боюсь, что это не его сильная черта. Он из кукурузы. Вот. И я прям чувствую, что это есть во вкусе. Он немножечко сладковатый. Да. Вот. И поэтому он не очень похож на Хайникен.
на мой взгляд. Ну просто Это вообще большое таинство, зачем Хайникен использует кукурузу. Вот. Ну, дешевле просто. Дешевле, но это как бы, это же немножечко такое головоболь. Ну, с другой стороны, все равно пьем же. Ну, слушай, ты сам сказал, как у тебя за язык никто не тянул, что это твое любимое. Я не открещу своих слов. То, что сказано, то сказано. Вот, я покупаю зачерска всегда, когда, всегда, когда покупаю пиво. Я знаю самое говёное пиво в России. Его, правда, уже, по-моему, нет, но оно было точно несколько лет назад. Пиво Вена. Как? Вена. Вена? Вена. В Питере продавали такое пиво. По Вене прям? Я думаю, тут скорее город замешан. Но пиво было самое херовое вообще на свете. Оно стоило, как сейчас помню, это было реально давно. Это был, я думаю, где-то 2015-16 год. 15, наверное. Я первый раз типа жил в Петербурге тогда. Оно стоило 25 рублей. 25 рублей. И оно было на вкус как полное дерьмо. Ничего хуже я не пил, наверное, никогда. Нет, я пил еще хуже. В Новосибирске было пиво «Добрый пивовар». Это, в общем, было самое дешевое пиво в пивнухе. Оно стоило, я не помню сколько, там что-то 40 рублей за литр, что ли. Это было отвратительно. Добрый пивовар. Оно даже не явно пенилось, не добрый. понимаешь, типа. Ты его всегда пил и чувствовал унижение в этот момент. Как бы ты шел на компромисс с совестью и вообще с собой. И надеялся, что об этом никто никогда не узнает. А теперь, блядь, говорю на камеру. Блин. Слушай, ты столько всего... Блин, мне кажется, ты действительно самый как бы пивной гурман из тех, кого я знаю, потому что вот столько я услышал сейчас названий. Пивной маргинал, скорее уж тогда, знаешь, типа, исходя из концепции моего повествования. Видишь, язык мой враг и кормилец одновременно. В подводке, которую я записал для сегодняшнего ролика, я тебя представляю, тебя и группу Ploho, как одних из самых популярных русскоязычных музыкантов и бывших русских музыкантов за рубежом сегодня. Как тебе этот статус? Ну, я не считаю, что я бывший русский музыкант. Как бы, если я бывший русский музыкант, то какой я музыкант сегодняшний? Паспорт у меня один, и я не на пути получения другого, поэтому как бы, я русский музыкант, и я не открещиваюсь от этого, и не хочу, не собираюсь этого делать. Я не знаю, может быть, это высокопарно прозвучит, но здесь мне просто в голову приходит цитата как бы Лехи Никонова, что как бы моя страна сидит в тюрьме, и как бы я не собираюсь от этого, из-за этого от нее как бы как-то открещиваться, да, и как бы, надеюсь, что никого не обижу тем, что я сейчас сказал. И как бы уж бывшим русским музыкантом я себя точно не хочу называть. Что я сербский музыкант, что ли? Это чушь. Я когда вижу, опять же, никого не хочу обидеть, но, возможно, обижу, ну, что поделать. Что когда я вижу, когда, в том числе и фестиваль Changeover, который здесь проходит, да, и там различные другие мероприятия, где группы из Москвы и Петербурга, как бы, которые тоже вынужденно или добровольно находятся сейчас здесь или где-то еще в других странах, подписываются там. Группа такая-то Сербия, группа такая-то Франция. Ну, я не знаю, ну, по-моему, это чушь. Потому что это я не могу найти слов. То есть, как бы, у вас даже ВНЖ здесь нет, вашу мать. Какая вы сербская группа? Ну, это смешно, как по мне. Вот. Но, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я как-то по-другому воспитан, возможно. Не знаю. Окей, давай отмотаем немножко назад. Если я тебе по-другому вопрос сформулирую, скажу. Вы одна из самых популярных русскоязычных групп за рубежом. Вот этот статус как тебе? Приятно. В первую очередь, это, конечно, для всего культурного сообщества, наверное, особенно для русского культурного сообщества, русскоязычного русского сообщества, культурного сообщества. Это, наверное, шок до сих пор, никто не может этого объяснить и все такое. Хотя, на самом деле, вроде как объяснение уже какое-то найдено. Я даже недавно слышал теорию, почему в Мексике популярна русскоязычная музыка. На примере. Мы выступали в Швеции на фестивале «Колобалик». Это не очень крупный субкультурный фестиваль пост-панковский. И к нам после выступления, там выступали «Молчат дома», тогда еще не слишком известная группа, можно даже сказать, почти безызвестная. Это был, наверное, 18-й или 19-й год, 18-й, наверное. И мы. И после обоих выступлений к нам подошел швед и говорит: знаете, за что я люблю русский пост-панк? Потому что все остальные группы, ну, в смысле, я имею в виду всего мира, они косят
либо под американцев, либо под англичан. И уже никому не интересно, потому что слишком много в этом звуке существует артистов. А у русских все-таки как бы, ну вот, другие гармонии, другой вайб. И то, что в России считают на третий раз перезаваренным пакетиком чая, да, что там типа везде мерещится Цой людям, там вот это вот, знаешь, и другие вот эти галлюцинации, да, у них этого нет. Они Цоя вот как раз сейчас начинают узнавать, потому что послушали русский постпанк современный. И это очень здорово, что для них наши АМДМ, я имею в виду аккорды, да, вот эти дворовые, они для них звучат как новая волна. Это потрясающе. Это как изобрести яичницу, понимаешь, то есть как бы заново, или там, я не знаю, круг. У вас недавно прошел супер солд-аут тур в Китае. Это для русскоязычных музыкантов довольно-таки необычная локация. Расскажи, как так получилось, что вы туда съездили, кто вас туда пригласил, как прошли эти концерты? В первую очередь, классное название, супер солд-аут тур, мне прям нравится. Ну, правда, у вас там Пекин, Шэньчжэнь, Шанхай. Был Шанхай? Вот. Был, конечно. Так и там 1500-тысячные, значит, залы, все битком набитые. А как еще это назвать? Соглашусь. В общем, на самом деле, тоже история странная и тоже спонтанная, в плане того, что, ну, знаешь, то есть вот, когда человек начинает заниматься музыкой, он же всегда мечтает о чем-то, да, там, я поеду, не знаю, там, гастролировать в Америку, или там, я поеду гастролировать в Англию, в Европу, там, куда-то еще. Но очень редко можно встретить такую мечту, что я вот, когда я вырасту, поеду гастролировать в Китай. Знаешь, мне кажется, я об этом никогда не задумывался. В первую, ну, это они нам предложили этот тур. Китайцы? Да, китайцы, у нас не было такой инициативы, потому что мы как бы не подозревали, что у нас там есть аудитория. И никто, в том числе и они сами, не знали, как это все пройдет, потому что, то есть они, я думаю, что думали, что все как бы пройдет, скорее всего, нормально, но в некоторой степени андеграундно. И за первые 2 недели они продали там какое-то безумное количество билетов, перенесли это все на большие площадки, что было сюрпризом как и для нас, так и для них, я так понимаю, тоже. Все как бы впечатления абсолютно особенные, потому что, как ты сказал, я там был в первый раз. Но очень сложно, знаешь, как бы, как и на всех гастролях. Ну, я не очень много видел Китая, то есть я видел много вокзалов, аэропортов, клубов, но... Очень гостиниц в том числе, да, и такси, но очень мало видел Китая как такового, потому что за 10 дней мы отыграли 7 концертов, и 2 из этих 3 свободных дней мы куда-то ехали постоянно, потому что это были дни, которые были заложены на перелет, на переезд. Поэтому как такового Китая я особо не видел. И коммуникации с китайцами тоже было довольно мало. Во-первых, у нас не было на это времени, во-вторых, ну, там не очень популярен английский язык, вот, и русский тем более. Хотя, кстати, возможно, русский где-то на том же уровне, что и английский периодически. Поэтому, вот, знаешь, чего-то очень... Какой-то насыщенной истории я тебе не расскажу. Но концерты прошли супер, и, если честно, меня удивило, что мне многие рассказывали, кто там был, что там даже концертная индустрия как-то совсем по-другому работает. Нет, абсолютно так же. Абсолютно те же клубы, абсолютно такая же концертная атмосфера, все то же самое абсолютно. Вот, как бы просто за исключением того, что по-английски особо не разговаривают там ни звукорежиссеры, ни никто. Немного усложняло саундчек и прочее. Слушай, в Китае же совершенно особый сегмент интернета. Ты вот сейчас за кадром об этом говорил. Как ты думаешь, ты вообще анализировал, как китайцы узнали про группу Ploho? Честно говоря, я не анализировал, потому что мне как бы не то, что все равно, но результаты есть результаты, как бы, я не знаю, я просто не анализировал. И интернет, да, у них интернет отдельный. Я точно не помню, как правильно называется, по-моему, Бли-Бли или как-то так, это местный их YouTube. Он абсолютно такой же, там есть все наши клипы, есть все наши видео. Более того, там популярны некоторые группы русские, которые об этом, возможно, тоже не в курсе. Там есть миллионные просмотры у некоторых артистов, которые не популярны и в России не популярны, то есть, но у них есть миллионные прослушивания в Китае. Это кто, например? Культ одиночества. Есть такая группа. Я могу перепутать, по-моему, они из Питера, может быть, из Москвы. Вот. Они как бы, ну, более-менее на слуху, но я не назвал бы эту группу популярной.
Вот. А на китайском ютубе у них миллионы просмотров. Возможно, если они увидят это видео, ребята, у вас миллионы просмотров на китайском ютубе, постучитесь в эту дверь, может быть, вам откроют. Ну, просто, мне кажется, они не в курсе, потому что мы не были в курсе, понимаешь? Более того, забавная история, которую, типа, я забуду, если сейчас не расскажу. Там есть некоторые обстоятельства важные. Это похоже, возможно, ты слышал, что в Беларуси, чтобы выступать, нужно получать гастрольное удостоверение. В Китае абсолютно такая же штука, только в отличие от Беларуси, ты не просто должен получить гастрольное удостоверение на концерты в Беларуси или в Китае, ты должен получить в каждом городе отдельно. Каждый город одобряет или не одобряет определенный список песен. И в 2 городах, по-моему, в 2, нам запретили играть несколько песен. Несколько песен. Как запретили? Попросили их не играть, скажем так. Это что за песни были? Ты удивишься, но одна из этих песен называется «Добрая песня», например. Я не знаю, по какому принципу они это делали, но мне кажется, там какие-то вот конкретные паттерны или слова какие-то. Слушай, ну они, наверное, перевели, да, тексты. Мы им скинули тексты сначала на английском, ну, как бы уважительно, что как чтобы они не мучились с русскими текстами. А они нас попросили, нет, скиньте на русском, нам так будет проще. Я думаю, чтобы перевести с оригинала. И у нас был, то есть, я к чему это говорю? Что у нас был четкий список песен, которые мы будем играть в Китае. Разрешенный список песен. И мы приезжаем в Китай, заходим на местный YouTube и узнаем, что как бы самая популярная наша песня, которая у них очень популярна, у нас ее в списке нет. Нельзя играть. Не, ее можно играть, мы просто даже не спрашиваем. То есть мы ее давно не играем. Мы не знали, что она у них популярна. Это какая? «Вечер грустных пар». Это довольно старая песня, и мы ее редко исполняем. И мы как бы с нашим организатором говорим, типа, а можем мы изменить лист? Он говорит, конечно, нет. У вас согласовано все, то есть с государством. Говорит, но есть лазейка. Вы можете на бис играть то, что не согласовано. Как бы бис — это не концерт. Бис — это бис. И так удачно совпало, что самая популярная песня, она в любом случае была на бис, скорее всего. Ну, так устроено, да? Чаще всего самую популярную песню играют на бис. И мы в каждом городе на бис играли ту самую популярную песню. Тебя не смущало то, что ты должен в неких цензурных рамках там находиться? Здесь играть, здесь не играть, цензурные рамки. Но опять же, типа, мы из России, как бы, люди, мы привыкшие к подобным вещам, значит, во-первых. А во-вторых, как бы, ну а почему меня должно это смущать? Ну, у них такие правила, это их страна, они как бы решают сами. То есть, как бы, они ко мне не настроены как-то агрессивно или конфликтно, они не имеют ко мне никаких претензий. Они просто говорят, если хочешь у нас выступать, то у нас есть вот такие правила. Можешь к нам вообще не приезжать, мы не против. До Китая ты ездил по Германии. Ну, у нас в целом был европейский тур, то есть мы не то, что ездили по Германии, и как бы Берлин тоже был, но да, у нас был Дортмунд, Дармштадт, еще несколько городов, которые, мне кажется, я не очень правильно запомнил, поэтому лучше не буду их называть, чтобы никого не обидеть. Но да, было отлично, потому что как бы, а что, ну, мне кажется, в Европе не очень легко встретить город, в котором концерт будет как-то проходить, не знаю, непривычно или еще что-то. Но наоборот, в Европе как раз все очень привычно каждый раз. Все площадки, они очень похожие. И в городах, в которых концерты делать, возможно, не принято из-за того, что город маленький или из-за того, что там нет какой-то культурной движухи, как бы там их просто не делают, и все. Как бы, не знаю. То есть, ну, не знаю, что такого рассказать. Но Германия, она... Единственное, что я бы выделил, что территории, которые когда-то были ГДР, там, да, там по-другому. Там, во-первых, как бы просто в целом атмосфера, она другая. То есть, как бы чувствуется легкий флер Советского Союза и некоторая вынужденная близость ментальная с нами. И то, что люди в целом, как бы они, ну, скажем так, почти все люди, особенно мужчины, около 50 лет, они хотят общаться. Потому что у них есть воспоминания, у них у многих русские, частично русские семьи. Вот, кто-то работал в милиции и прочее. Ну, как бы что, было такое прошлое.
все об этом знают. Вот. И в этом как бы смешанные чувства. Потому что, конечно, это приятно, потому что как бы почувствовать какую-то ментальную близость с людьми в далекой и сегодня не самой гостеприимной Европе, это, конечно, всегда приятно. Вот. Но с другой стороны, как бы основа, на которой эта близость была создана, она как бы немножечко смущает, потому что есть некие ассоциации с сегодняшним временем. А как тебе Сербия? Как тебе жизнь здесь? Сербия прекрасная страна, с добрыми людьми, с южным менталитетом, со своими особенностями. Я ничего не знал о Сербии до переезда сюда. Но, как бы, тоже, опять же, не хочу лукавить. Я не влился в эту среду, я чужой здесь человек, и я это чувствую. Невозможно этого не чувствовать. Вот. И, возможно, я не свяжу свою жизнь с Сербией, но мне очень нравится здесь находиться сейчас. Это очень комфортная и гостеприимная среда, которая, возможно, немножечко от нас устала. Если попытаться сравнить, что тебе больше нравится в Сербии, чем в России? Да, это очевидно, на самом деле. Самое, что ярко бросается в глаза сразу, это отсутствие, как бы, агрессии. Это между людьми, то есть банально, в быту, в автобусе, я не знаю, где угодно. Просто как бы отсутствие агрессии и наличие банального какого-то... Это не вежливость, это не этикет, это... Не знаю, просто какая-то связь, что ли, между людьми, да, что люди на улице могут просто идти мимо друг друга, остановиться, там, поговорить, пошутить, посмеяться, покурить по сигарете и разойтись больше никогда и не увидеть друг друга больше никогда. Просто по-доброму. Это... Вот это меня влюбляет, да. Раньше ты говорил, что в России ты можешь жить только за счет творческой деятельности. Вот сейчас, после того, как ты в Сербию переехал и даешь концерты в Сербии и за ее пределами, это по-прежнему так или не так? Я больше делать ничего не умею, честно говоря. Ну, в плане... жизнь заставит, я, конечно, научусь. Но нет, я живу только музыкой. Российский рынок, вот в нашем диапазоне, да, на нашем уровне группы, он гораздо менее организован, чем европейский рынок на том же уровне. То есть, как бы в России, да, есть хорошая организация на более высоком уровне, для групп более высокого уровня. Вот. На нашем уровне она была все-таки немножко DIY-ной. А в Европе ты гораздо больше можешь получать не то чтобы денег, ты больше можешь получать гарантий. Вот. То есть, как бы ты едешь в тур, и ты точно знаешь, сколько ты минимально точно можешь заработать. В России это всегда авантюра, в России это всегда сюрприз, не всегда приятный. Ты не рассказал про Латинскую Америку. Ты там не был, но у вас уже запланирован тур. Как ты к нему готовишься, если готовишься? Я жду этого тура уже очень много лет. В плане того, что мексиканская, в целом латиноамериканская аудитория нам пишет очень давно, и этот тур планировался очень давно, и у нас был первый забукированный тур, слушай, чтобы не соврать, наверное, в 2019 году, и пандемия его как бы отменила. И мы ждем этот тур очень давно, и прошлый наш тур, который был как раз очень одновременно с моим переездом в Сербию, мы должны были отсюда уехать в Мексику, мексиканский, там был только мексиканский тур. Он отменился по причинам несколько русофобным, скажем так. Вот. Но все пошло на пользу, потому что сейчас этот тур выглядит гораздо более уверенно, чем он выглядел 1,5 года назад. Я надеюсь, что он будет очень хорошим. Но что забавно, его делают русские ребята. То есть в Мексике госбукинг — это питерские ребята, которые уже очень давно себя утвердили на этой территории. Они делают не только русские концерты, они делают и... Но опять же, как бы, чтобы не соврать, я точно знаю, что они как бы делают там, как там, Napalm Death, вот, Lebanon Ganover, то есть это не то, что там русские делают русские концерты, то есть, да, это другая совсем штука. Почему людям в Латинской Америке так нравится русский и русскоязычный пост-панк?
Не знаю, честно. Я вот недавно прочитал, что какой-то человек пришел к выводу, что там популярный русский постпанк, потому что это... Он даже как-то это назвал, но я не запомнил как. Это ностальгия по атмосфере и по времени, в котором ты никогда не был. Это как дети сегодняшние, современные, российские, я имею в виду, допустим, тут фанатеют по 90-м. Одеваются в эти нелепые батиные куртки с дачи или все такое, да, потому что они никогда там не были в этом времени, но ностальгируют по нему. И и в целом, культ русского постпанка, он же все-таки, как ни крути, он основан на вот этом брутализме, панелках. Панелках. Да, это сибирский акцент. Панелках, на вот этом всем, на каком-то постсоветском вайбе, да. Вот. Как ни крути, все равно. Какие-то дома культуры, вот это все. И, в принципе, большинство... Почему это близко именно мексиканцам, я не знаю. В смысле, латиноамериканцам. Но у меня есть своя теория, что они любят серф и русский постпанк. А постпанк, особенно русский постпанк, он имеет большие созвучия с серфом, я считаю. Потому что, это вот мелодии на одной струне, некая такая... В целом, что это музыка на простом ритме, и на мелодии, которая поет вместо голоса. Это не во многих жанрах так. Примитивная, простая, заедливая мелодия на гитаре. Возможно, дело в этом, я не знаю. Они любят, получается, рестлинг, серф и русский постпанк. Идеально, мне кажется. Слушай, если бы... Это как знаешь, в игре Sims, если можно собрать идеальную какую-то концепцию, я бы сделал так. Люби рестлинг, постпанк и серф. Потому что я обожаю серф тоже. Может, я мексиканец, кто его знает. Но русский, он уникален тем, что мы были воспитаны сразу на всем. Понимаешь? То есть, у нас нет такого, что у нас в гаражной сцене 70 лет, панковской сцене 100 лет. У нас в нас бросили сразу всем. Все уплотнено. Да. И мы одновременно слушали какой-то панк-рок, Аббу, я не знаю, Продиджи. Это я про себя говорю, школьник 90-х, да. На меня свалили все. У меня был родительский бэкграунд от этого всего дерьма, какого-то диска, какого-то Бонни М какой-то, что-то еще. Тут же я Нирвану слушал, тут же еще что-то. Потом появилось Продиджи, Лимп Бизкит. Это все в одном котелке, как-то уместилось. И когда нужно было что-то выдать из этого котелка, да, представь, какое там варево сложилось. И получается, что миру это стало интересно. Вот этот коктейль Молотова, который, знаешь, в нас сложила MTV и русская эстрада одновременно, да, потому что, я ходил на концерт Леонтьева с мамой, в 5 классе, а параллельно слушал Нирвану. Ничего себе, ты на концерт Леонтьева ходил, это, конечно, круто. Блин, вообще. Вот. Мы сейчас находимся в пространстве кинотеатр, который ребята используют для того, чтобы показывать здесь в первую очередь классические концерты классической академической музыки и спектакли, и обсуждают здесь их, собираются. Расскажи, есть ли у тебя источники вдохновения за пределами тех, которые можно как-то автоматически себе представить, то есть рок, постпанк, слушаешь ли ты, например, академическую музыку или что-то такое необычное? Я сказал бы так, что источников вдохновения в постпанке у меня вообще очень немного, на самом деле. То есть это не мой любимый жанр в музыке, да, и то, что мы его играем, это тоже отчасти стечение обстоятельств было, то есть то, что мы в этот жанр вообще попали. То есть, естественно, я, как и все, любил Sister of Mercy, Joy Division, Cure, все такое, но к субкультурному постпанку отношение имею весьма посредственное. Вот. Но и не могу похвастаться каким-то, знаешь, высоким вкусом в классической музыке и так далее. Я в этом человек абсолютно серый и тоже знаю только какие-то основные моменты. А так, в целом, если говорить о том, что какая музыка мне все-таки сильно на меня повлияла больше всего и что я слушаю до сих пор, мне кажется, отчасти я собираю виниловые пластинки именно потому, что я не очень люблю современную музыку, она меня пугает и
Вот, потому что мне кажется, что это уже началось какое-то соревнование, чье сальто будет более сложным, знаешь. Поэтому мне как бы я вырос на музыке 60-х, я люблю музыку 60-х, 70-х, такие, знаешь, как бы такую историю Вудстока, можно, да, сказать. И как бы, ну, в первую очередь еще, конечно, я вырос все-таки на панк-роке, и в слове пост-панк, типа, пост для меня это лишняя приставка чаще всего, потому что мне гораздо больше нравится панк. И его самые простые формы, ну, Рамонес, там, Clash, Dead Kennedys. Как бы я вот за такую музыку в первую очередь. Не Public Image Limited. Нет, это уже, как бы я с уважением к этой группе отношусь, но Sex Pistols мне нравится гораздо больше. Вот, потому что как бы это тоже, это уже усложнение форм, которые, возможно, я не совсем понимаю. А ты ноты знаешь? Наслышан, вот, но, ну вот у нас здесь в комнате находится пианино, на нем ноты стоят. Я не понимаю, что на них изображено. Как бы, ну как они называются, я в курсе. Нет, я самоучка, я никогда не учился нигде играть, ни на чем. Но вот названия их знаю, их 7. Вот, я запомнил их со временем. 12 их, Витя, 12. Ладно, пойдем. Я не гордый, ладно, пусть 12. Так, у нас 2 никшечки. Давай насколько, вот так. Насколько я понимаю. Давай, хорошо, продолжим. Вот, продолжим темным. на темную сторону пути. Мы должны здесь сказать обязательно, что никшечка – это черногорское пиво. Но я видел бутылки, я ничего сейчас утверждать не буду, но я видел бутылки, где написано никшечка Made in Serbia. То есть, скорее всего, просто часть его варят здесь локально для дистрибуции на локальный рынок. Возможно. Какое это, я не знаю, но это все равно пиво из этого региона. И популярное очень пиво, в том числе в Белгороде. Да, но при этом я помню, что меня удивляло в баре Чилтон. Я всегда брал зайчерское. Но сербы, которые там сидели, всегда брали никшечка. И как-то раз я их спросил, зачем вы это делаете? Ну, зайчерское же лучше. Зачем вы это делаете? И они сказали, так это же импортное. Понимаешь, то есть как бы черногорское... Что-то русское такое проскользнуло. Видимо, Это да? же импорт. Импорт. Да, брюки польские, понимаешь? Телевизор японский. Вот, А мебель югославская. А мебель югославская, конечно. Между прочим. А ты знаешь, что здесь вот этот русский магазин единственный, который на Джорджа Вашингтона находится? Я не перестану удивляться. Russka Radnja, Джорджа Вашингтона, блин. А? Russka Radnja? Да. Да. Там женщина, которая держит этот магазин, она как раз занималась тем, что в совке возила югославскую мебель в Россию. Ну, А потом случился развал совка, и она просто здесь осталась. слушай, собственно, не удивительно, на мой взгляд. Ну, то есть, как бы, для меня больше удивительно, насколько это действительно качественная история. Потому Ты что... знаешь, какой прикол? Она из Новосибирска. А группа «Плохо» Я знаешь? единственный человек в Сербии, на которого она не орала никогда. Russka Radnja это легендарное место, да, где люди могут на 5 минут ощутить себя как бы в России, потому что заходишь, такой типичный тупичок, да, там продаются русские продукты, сделанные в Германии, что очень иронично, по большим ценам, но при этом там есть знаменитая продавщица, которая, да, со всеми обращается ровно так же, как вы можете себе представить, что будет обращаться продавщица в России. Ну, это так. Часть обслуживания, мне кажется, это просто такая Фольклор. история. Да, своего рода фольклор. При этом я знаю, что она дает в долг. Это интересно. Вот. Это интересная информация. Очень полезная, кстати. Это не нужно вырезать. Типа, еще можно адрес назвать. Где дают в долг. Типа, даже Нет, деньги, слушай, а зачем деньги рядом. называть адрес? Russka Radnja, все знают. Russka Radnja, деньги рядом. Вот. Но я боюсь, что она потом на меня с ножом Краткосрочные займы настигнет. под залог вашего имущества. Так, ладно. Ну, другое. Другое, конечно. То есть... А нам надо хвалить все пиво или можно честно Нет, говорить? конечно. Темная никшечка хуже гораздо, чем... Ну, блин, вот это просто, как бы, я считаю, это был победитель это сегодняшнего какой-то вечера. кисляк, типа, немножко... Да, ну, то есть мы его, я думаю, допьем все равно. Да, аск. Но вот прям поставив их рядом, Да. явно какой-то Зайчерское гораздо победитель лучше, здесь. гораздо вкуснее. Ну, то есть оно одновременно и густое вроде, но это есть неприятное послевкусие. Есть, Кисленькое, да. есть. Я знаю, ты говорил, что ты не слушаешь русский постпанк или там не любишь его, но все равно Не, слушаешь. я говорил, что это не мой любимый жанр. Да, не твой любимый жанр. Это разные вещи. Окей, хорошо. А самая недооцененная группа
русскоязычного пост-панка? Слушай, если честно, мне кажется, что в русском постпанке гораздо больше переоцененных групп, чем недооцененных, потому что... Например, группа «Кино». И все, и теперь все начинает гореть, как бы. Больше в Россию не возвращайся. Вот. Не, ну, действительно, потому что недооцененных групп, вот, знаешь, таких каких-то... Вот ты имеешь в виду в современной сцене? Или вообще? Нет, вообще, как бы, интересно было бы вообще в перспективе взять. Ну, я считаю, что «Дурное влияние» очень недооцененная группа. «Дурное влияние», кстати, офигенно, это потрясающая группа, абсолютно. Да. И причем они были очень популярной группой в свое время. Они были, возможно, первой, кстати, советской группой, которая гастролировала в Европе, в Швеции там, и так далее. Ну, в смысле, не в Европе и в Швеции, а в смысле в Европе, но я точно знаю, что они были в Швеции. Остальных стран я просто не знаю, в каких они были. Я могу тебе сказать пару сибирских групп, которые, типа, очень недооцененные. Допустим, возможно, из своего названия очень недооценена группа «Бомж». Да, она вызывает, как бы, ну, название так себе. Ну, слушай, я в группе «Плохо» играю, не мне про название говорить. Вот. «Плохо» супер название, как бы. Извини, оно запоминается на раз, оно супер подходит к музыке, как бы, поэтому тут как бы группа «Плохо» и группа «Бомж», ну как бы. Не знам. В общем, возможно, это какой-то сибирский флер называть группу стран. Ну, в общем, группа «Бомж» действительно прикольная, они очень классно играли, это был такой, как бы, панк. С постпанком как раз тогда эта мода как бы держалась. «Закрытое предприятие». Потрясающая группа, просто потрясающая группа. Ты не слышал о них никогда? Нет, вот это не слышал. Это, знаешь, вот что называется пошлым словом «фирма». Потому что они должны были ехать в тур вместе с технологией, они отказались, потому что технология пела под фанеру. Вот. И как бы они отказались просто участвовать в этом. Но это потрясающая группа. У них есть легендарное видео, записанное на новосибирском телевидении. Просто шикарно. Есть еще группа «Промышленная архитектура». О, это томская я группа. знаю. Да. Подожди, «Промышленная архитектура», это же, сейчас условно скажу, неправильно скажу, но ты можешь это развить и сказать, почему неправильно. Это же сайт «Проект гражданской обороны». Нет. Не совсем так, но чувак из «Промышленной архитектуры» играл в гражданской обороне, Селиванов. Слушай, и про него в гражданской обороне есть песня «Поэт Селиванов удавился шарфом». Да. Да, ну как бы в гражданской обороне не играл только, не знаю, слепой, безрукий и немой, понимаешь? То есть как бы, ну, там составы менялись с бешеной скоростью. Но все-таки сибирская тусовка, она была ограничена в своих ресурсах. Но промышленная архитектура это не сайт-проект, не дочка гражданской обороны, вообще уж точно никак. То есть если «Красные октябри» можно было бы назвать дочерью гражданской обороны, потому что весь состав гражданской обороны играл вместе с Янкой. Кстати, на студии закрытого предприятия записан был альбом «Красные октябри». Вот, то здесь это абсолютно отдельная история. «Передвижные Хиросимы». Я знаю название, не слушал. Потрясающая томская группа. Вот. А если говорить о сегодняшних группах недооцененных, слушай, мне кажется, что быть недооцененным во время интернета, стриминга и таргетированной рекламы очень сложно. Так, мы перешли к последнему пиву, давай его оценим. И потом уже пойдем по свободной программе. Я не люблю никшечку. Слушай, на самом деле, вот мы сейчас попили, это уже 5-е пиво, и я могу сказать, что, никшечка, конечно, что-то какое-то странное оно. Вот именно в этом варианте, не знаю, разливное здесь. То есть какое-то сочетание вот этой горечи и сладости. Какое-то прикол. Мне кажется, во рту не очень приятное ощущение. Мне нравится никшечка, не темная, не светлая. Вообще тебе не нравится? Никогда не нравилось. Витя, у тебя сейчас вышел новый клип, где ты гуляешь по Белграду. Здесь скорее из необходимости, потому что предыдущие клипы, не знаю, видел ты их или нет, они были сняты несколько иначе, как бы это было в сторону уже чего-то кинематографичного такого. То есть здесь у нас такой возможности не было, потому что и вся команда осталась в России, да и в целом как бы снова снимать кино уже желания не было, и группы здесь тоже нет. И как бы вот из этого всего исходили и решили, что просто почему бы не показать людям Белград, потому что на самом деле это иронично, но это интересно не только русским, которые не видели никогда Белград, но и европейцам, как европейцам, в целом как бы людям из разных стран интересно, как выглядит Белград, потому что о Сербии на самом деле мало знают не только русские, но и в целом люди во всем мире. То есть они как бы представляют Сербию себе каким-то очень специфическим, наверное, образом.
И была цель именно вот как бы показать, что такое вообще Белград. Но, конечно, через призму какого-то пост-панка. Потому что, как ты обратил внимание, наверное, там съемки шли не в самых красивых местах этого города, да? За пределами съемки ты мне рассказывал историю про китаянку, которая подошла к тебе после концерта в одном из китайских городов, и выяснилось, что она была в Сербии. Расскажи немножечко про это. Да, ну там не совсем так, она не подошла ко мне после концерта, мы списывались уже потом в интернете, мне кажется, в Инстаграме, наверное. И она говорила, что ей нравится постсоветский и советский брутализм в архитектуре и так далее. И я хотел ее, возможно, чуть-чуть порадовать и удивить тем, что как бы я в Сербии живу, здесь много этого. Она сказала, типа, да, я, черт подери, была в Сербии. И она с дрона снимала очень много этих зданий и все такое. И как называется это здание? Генекс. Генекс. И она говорит, типа, вот есть Генекс, ты знаешь это здание? Я говорю, более того, я знаю, как в него зайти. Я думал, она сейчас скажет, вау. Она говорит, да, я в нем жила несколько недель или там дней. Типа, я очень близко знакома с некой сербской художницей, которая живет в этом здании и изучает его историю очень много лет. И у нее там огромный архив этого здания, и она им показывала там подшивки и так далее. Почему ты уехал из России? Я уехал из России, потому что закрывались границы. На самом деле у меня нет истории о каком-то преследовании, да, мы играли концерты, и за счет отчасти у нас были проблемы, когда мы начали играть европейские концерты, из-за того, что мы продолжали играть концерты в России после начала войны. Но я этого не отрицаю и ничего зазорного в этом не вижу до сих пор. Я уехал, потому что закрывались границы, и у нас была перспектива концертов в Европе на год вперед. И я подумал, что если я сейчас не уеду, есть шанс, что эти концерты не состоятся никогда. Они были отложены еще с 2019 года, до пандемийного времени. Вот. То, что, как бы, знаешь, я не могу сказать, что я там уехал из-за режима или войны. Это отвратительно и как бы и все такое. Я с большой неприязнью отношусь к тому, что сейчас происходит. И не только сейчас, а то, что происходит уже очень-очень много лет. Большинство музыкантов, тем более в схожем с нашим жанре, вдохновляются подобной атмосферой и событиями. Да? Я бы очень хотел, чтобы их не происходило. Я бы очень хотел, чтобы мы жили счастливо, в счастливой стране, где более-менее адекватные люди у руля. Какие бы песни мы тогда пели, да, и, возможно, мы бы все были безработными. Вот. Поэтому я уехал из России. Я уехал из России, чтобы продолжать работать. И чтобы продолжать делать то, что я делаю. Я играл в России до практически последнего момента. Да, я не стал дожидаться, когда мне запретят играть. Опять же, не вижу в этом цели. Какой черт меня ждать, пока меня запретят или еще что-то? Нет, мне гораздо интереснее остаться свободным человеком во всех смыслах этого слова. В России нас сейчас как будто просто не существует. То есть там какие-то списки, да, вот эти все выходят. Нас нет нигде. Потому что по факту мы как бы числимся, скорее всего, либо без вести пропавшими, либо усопшими. И все. Потому что нас просто нет на русском поле экспериментов больше. Вернуться или не вернуться, ну, наверное, я просто думаю, если ты меня об этом спросишь, значит, на опережение пойду. В действующий режим я бы, наверное, не вернулся, потому что то, что сейчас происходит с музыкальной именно и культурной жизнью в России, наверное, это та самая ситуация, не которой я боялся, а которую я боялся представить. Даже скорее, над которой я скорее смеялся, потому что думал, что это невозможно. Это было настолько невозможно в моей голове, что меня это смешило. Вот. И как бы сейчас оно так. Ты в своем телеграм-канале и вообще в своих соцсетях достаточно прямолинейно высказываешься о том, что сейчас в России происходит.
Тебе не было страшно возвращаться туда для того, чтобы там записывать альбом? Я бы не сказал, что я высказываюсь каким-то радикальным образом. Да, ты высказываешься радикальным образом. Ну, мне так не кажется, но... Да нет, мне было особо страшно как-то, не знаю. За счет того, что как раз я уехал сильно позже, чем многие люди, мне гораздо меньше страшно, потому что, мне кажется, страшные моменты я как раз пережил там, когда это было. Вот. И сейчас нет, мне не было страшно возвращаться. И это смешанные чувства, странные довольно. И, возможно, немного неприятные отчасти. Вот. Но я бы не назвал это страхом. Скорее, это что-то... Я даже не знаю, как это сформулировать. Слушай, ты когда переехал, тебе пришлось сменить состав немножечко. Немножко пришлось. Как это отразилось? Было ли это трудным решением? Это было нормальным решением, абсолютно естественным. Все решения были непростыми. В целом и уехать сюда тоже было непростым решением, знаешь, там и все остальное. Но все было по-честному. Мне вообще нравится вот ситуация, которая в некотором смысле, которая происходит последние 1,5-2 года. Все как-то, знаешь, стало по-честному. То есть очень многоходовочки вот эти вот привычные, они куда-то ушли. Не до них совсем сейчас. И все было честно. Я уехал. Я сказал ребятам, что как бы... Ребят, я уехал, и вы смотрите сами по себе. Как вам будет комфортно. У нас никогда не было такого, знаешь, то есть у группы Ploho нет такой концепции, что мы создаем музыку вот все вместе. Мы не джемуем там, не придумываем партии, да, то есть как бы в основном я пишу как бы музыку самостоятельно. Ребята ее как бы адаптируют и дополняют. Это очень удобный формат в плане... Я не слишком сильно завишу от музыкантов, с которыми работаю. То есть ты пишешь демо, допустим, на акустической гитаре или на какой-то такой... Нет. Или как это? Серьезно. То есть на акустической гитаре это как раз было бы, что я был бы очень зависим от музыкантов, с которыми я работаю. Я записываю демо уже с партиями, с басовой партией, с клавишной партией, с барабанами и так далее. Ну, какой-то некий скелет я записываю сразу сам. И, ну, это есть как бы этому примеры, что мы выкладывали, по-моему, альбом «Фантомные чувства», мы выкладывали демо. И там можно послушать, как бы, чем отличается как бы итоговая запись и демо, которое делал я. Я когда готовился к этому интервью и слушал всю дискографию группы Ploho, неожиданно увидел ваш кавер на Би-2. Во-первых, почему вы сделали этот кавер? Они нам предложили сделать этот кавер. Это же их проект, «Нечетный воин», они делают его уже несколько лет. Они с нами связались, предложили нам поучаствовать. Я с удовольствием согласился. Как ты вообще к группе Би-2 относишься? Положительно. Ну, как бы, я может быть, не самый преданный фанат этой группы и все такое, как бы. Ну и как и все, наверное, все-таки как бы немного застрявшие в их творчестве начала нулевых. Потому что я понятия не имею, что с ними происходило все остальное время, я не следил. Стадион они собирали, Витя, вот что происходило. Это я знаю, но я, честно говоря, не слушал их песни. Но я с большим уважением к ним отношусь, а почему нет? Они никак, не знаю, ничем себя не очернили в моих глазах, типа, за все свое существование и до сих пор. Вот, и мы познакомились, мне было очень приятно, что со мной связывался не какой-то там, не знаю, менеджер или там какая-то девушка по связям с общественностью, мне звонил Шура и все такое, мы с ним договаривались сами, при том, что, как бы, естественно, как бы, ну, для него это было абсолютно не обязательно. И меня этот подход очень в себя влюбил, потому что, ну, грубо говоря, когда мы участвовали в трибьюте к «Женской обороны», которую делал, насколько я знаю, и продюсировал Noise MC, со мной связывалась какая-то просто случайная женщина. Вот. А здесь человек позвонил напрямую, предложил, как бы скинул демку в мессенджере просто. Типа, я тебе сейчас скину демку, мы тут с Левой записали. Типа, это прикольно. Это настоящие люди.
настоящая музыка, это настоящее дело. Прикольно, прикольно. А вопрос про саму песню на самом деле. Там текст такой в припеве: я наконец-то понял, меня не держат корни. Но его не я писал. Это Такой, безусловно, это как бы вопрос, в этом смысле вопрос не к тебе. Но насколько ты можешь это с собой соотнести? Вот мы сейчас находимся в 2024 году в Сербии, мы сидим с тобой, пиво пьем. Да. Тебя держат корни. Корни. Новосибирск, Россия. Вот держит? Или ты, как герой песни, по-настоящему свободен, потому что его ничего не держит? Слушай, я искренне бы хотел надеяться, что я как герой песни все-таки. Но по факту, посмотрим, не знаю. Ну, корни меня, скажем так, типа, держат очень относительно. Они очень подвижные. Вот. Возможно, просто за счет того, что как бы я не коренной сибиряк, скажем так, да. Меня не держат не слишком крепко. Вот. Я думаю, так.